Всем привет! Я Ольга Минина, тренер по женским стрижкам в школе Demetrius. И в этом видео вы увидите, какую стрижку предпочитает самая главная женщина Demetrius – Оксана Вашешникова. Для прикорневого объема я буду наносить пенку фирмы Нирбель. Честно говоря, обалденная вещь. Очень увлажняет, питает и обволакивает волосы. Она мне поможет при стрижке. Выделяю проборы таким вот образом. Выбираю длину. Длину выбираю сама, произвольную. В стрижке шеги нет конкретной длины, да, где она должна быть. Ну, ориентир идет у нас до плеча, чуть ниже плеча, и самая короткая это по нижнюю челюсть. Далее, вертикальными проборами, шаг в сантиметр, я буду делать градуировку. Каждая прядь на своем месте. Я приступаю к сушке и дальше буду дорабатывать. С моим чудесным феном это будет гораздо быстрее, чем с обычным. От него не болит нигде, ни рука, ничего. Вы не чувствуете себя как в спортзале, когда вы поднимаете полторашку гантельку. А здесь просто 300 грамм колбаски. Это не будет, я не буду тебя спинать, просто буду потом наложить. А, просто сказать? Звуками наложу, когда будешь сушить. Потом говорил про колбаску, я это все оставлю. Про какую колбаску? Да ладно! Не надо про колбаску! Мне кажется, хорошая реклама. Все можно оставить. Что фенгамма можно купить в интернет-магазине Demetrius. Да, хорошо, ладно, скажу. Фенгамма вы можете приобрести в интернет-магазине Demetrius. Далее я приступаю к доработке. Вывожу вертикально, шаг в сантиметр также. Каждая прядь на своем месте. Вывожу. И здесь не нужно показывать мастерство филировки, потому что в этом блоке у нас сосредотачивается объем. У шеги внизу должен быть сосредоточение объема. Далее я перехожу на височно-боковые зоны, ориентируясь от лобной впадины и двигаясь в середину предыдущей арки. Блин, слушайте, пенка просто обалденная. Обалденная пенка, потому что она какая-то пластичная, в ней есть блеск и фиксация. Короче, сплошной кайф работать. Рекомендую вообще. Блин, подождите, я не рекомендую, потому что вы разберете нафиг все, потом фиг дождешься. Так, и с другой стороны делаю точно так же. Выделяю сразу же два пробора. У нас есть точка А, и в точку Б приходим. Задаю длину. Далее я градуирую. Шаг также проходим в сантиметр. Каждая прядь на своем месте. Далее приступаю к сушке. Посмотрите, как он звучит. Просто вы послушайте, это как будто бы самолет, который готовится вас перевезти на Мальдивы. Я лечу. Далее я дорабатываю вертикальными проборами.
вертикально вверх. Здесь также мы не злоупотребляем филировкой, потому что этот блок у нас также отвечает за объем. Нам нужен здесь максимальный объем. Далее я перехожу на следующий блок. Выделяю пробор на затылке. Желательно сделать его таким поинтенсивнее, не плавным. Здесь прямо можно включить творчество на полную. Сейчас я буду приравнивать к длине, которая у нас уже задана. Далее отсушивать буду и дорабатывать. Я же уже давно, да, шеги стригу? Ну, вернее, ты мне стрижешь шеги. Года 2 точно ты уже с ним ходишь. Помнишь, как я тебе всегда говорила, мне все равно, делай, что хочешь, мне все равно это никаких эмоций не дает. Да, причем была такая достаточно у тебя коса длинная. И просто когда ты мне постригла шеги, я поняла, что просто до этого не было у меня таких стрижек, которые мне столько эмоций давали. Потому что я не могла налюбоваться на еще себя. у тебя появилась же челка. Челка, точно! Я прям орала, что бывает так, что ли, так бывает? Я и забыла. Конкретно грамотная выстриженная челка, видите, бывает Да. даже и это. Действительно, бывает, что в спешке там выбегаешь без укладки, и шеги в этом плане просто беспроигрышный вариант, потому что можно зацепить даже хвостик, и ты будешь при этом смотреться, ну, классно, Бомбезно, кайфово, да. да, не как просто ты поленилась сделать укладку, а как будто, ну, это такой образ, и это круто, потому что челка делает свое дело. Далее я дорабатываю вертикальными проборами шаг в сантиметр. Ну, очень мне идет она, да. Но я думаю, что это по факту вообще универсальный инструмент для многих женщин. Грамотно выстриженная Да, челка. грамотно, да, абсолютно Не точно. челка Клеопатры, мы сейчас не об этом говорим, да, а то, что она именно встраивается классно в стрижку. Ну, вот эти шторки так называемые. Да, и очень, кстати, классно существует отдельно от всего. Да, то есть она сама по себе может жить. Ну да, как я и говорила, если даже забрать в хвост, челка делает образ законченным. Итак, мы переходим к челке. Той самой, да? Той самой челке, напетой уже ранее. Выделяю треугольный пробор. То есть, чтобы челка у нас так выходила из головы, из стрижки. Далее я хочу разделить на 2 зоны. Далее я буду каждую прядь шагом в сантиметр просто градуировать. Отделяю под 90 градусов. Отстригаю. Давай еще, наверное, чутко. Следующую прядь я буду подтягивать к той пряди, которую только что простригла. И с другой стороны поступаю точно так же, тяну в другую сторону. То есть у меня контроль как бы точка идет с середины. Далее я буду дорабатывать. И не забываем, что здесь у нас есть второй фрагмент челки. Далее вывожу наверх и просто градуирую. Дорабатываю, опять же стою сзади. Здесь уже можно захватывать весь блок. Особое внимание уделяю середине, так как я ее хочу максимально смягчить, чтобы у нас была вот такая арка. Также челку можно корректировать на низких оттяжках. То есть я буду проходиться снизу. А уложить челку мы можем вот таким вот образом. Ставим расческу и дуем в противоположную сторону, как бы загибая концы. Далее я буду простригать последний блок, и у нас он будет измеряться по расческе. В моем случае это примерно 5-6 сантиметров.
ставлю на макушку. И где-то вот здесь у меня будет, допустим, длина. Но так как я хочу сделать немножко потекстурней, поэтому здесь можно убрать еще больше. То есть у меня будет примерно где-то вот так. Ребят, здесь бывает такой момент, если вы контролируете, да, всю длину, вот этот блок у нас также отвечает и за объем на концах, и за текстуру. То есть он у нас одновременно и короткий, и одновременно длинный. То есть он у нас должен и перекрыть, и задать текстуру. Поэтому если здесь у вас вываливаются какие-то пряди, да, вот которые у нас от вот этого пробора они остаются, они должны быть вываливаться. Это значит, вы делаете все правильно. Далее я буду сушить и дорабатывать. Ребят, посмотрите, как круто лежит промежуточный результат. Это мы еще не доработали. Далее я буду дорабатывать поинтингом. В этом моменте можно добавлять текстуру по желанию. Или здесь вы можете показать все мастерство филировки, на которое вы способны. Так, стрижка закончена. В принципе, ее носить можно и так, но мне этого недостаточно. Я хочу сделать больше текстуры при помощи стайлера, поэтому я буду продолжать укладывать. Для этой укладки мне понадобится термозащита. Обязательно. Я буду ее наносить на сухие волосы, далее накручивать. Вот так выглядит плойка, которая, собственно, накручивается на лак. Если бы использовалась изначально термозащита, плойка была бы чистенькая, идеальная. Я здесь, главное, показываю текстуру, так что особого завитка здесь не нужно делать. Кукольных кудрей тоже не нужно делать. Это разные вещи. Нам нужно именно показать, что просто здесь есть текстура. Я взяла пудру для прикорневого объема. Посмотрите, какой у нее замечательный носик и распыление. Класс! Кайф! Вообще. Так, ну что, стрижка закончена. Посмотрите, какая текстура шикарная у нас получилась. И, собственно, наш босс, Big Boss, готов. Ну что, крошка, иди спасать мир. Тебе понравилось это видео? Ставь лайк, подписывайся на наш канал. Не забывай ставить колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Будь с нами, будь с Demetrius.